Открыли мы эту обувь, и что же оказалось? Правильно, она не подошла. А история была какая? Лена приехала в молл Ибн Батутта выбирать обувь, которой просто не хватало. Не в чем пойти в оперу. И выбрать ее не так просто. А тут как раз скидка. 2 по цене одного. Но того размера, который требовался, у них не было в наличии. И вот один размер слишком маленький, другой слишком большой, а который средний, он на складе. Ну и вот в результате заказали с доставкой на дом кота в мешке. Оказалось, что не то, не совсем. В результате приехали обратно. Но это мы сейчас Brands for Less, просто по дороге. А на самом деле нам надо в другой бренд. Будет обидно, если придется сдавать, потому что как, если ты взял 2 по цене одной, так тебе придется 2 и сдать. А вторые босоножки совершенно нормальные. Вот какие дилеммы нас тревожат. А вовсе не война с Ираном. Устроим себе небольшой сеанс шопотерапии. При этом, что-либо покупать совершенно не обязательно. Главное, есть из чего выбрать. Товары здесь завались. Особенно в ситуации, когда туристов не стало, а все шмотки остались. Практически идеально. Даже меня радует. Хотя я ничего в этом не понимаю абсолютно. Вот, понравились нам плошки керамические. $10 большая. Какая-то фирма M&H, неизвестная нам. Ну, китайская, конечно. Китайская, да. Но оригинально. И вот еще какие-то. Можно заодно и приобрести. А то будем как за той вазой бегать 2 года. А тут вон все лежит. В рояле то же самое. Да. Не все золото, что блестит. Уцененный магазин, а что делать? Здесь все такое. А, вот это, кстати, ничего. Но мы такие купили. С доставкой из Китая. Все-то у них есть. Вот еще образчик. Главное, форма такая странная. Для рыбы, что ли, непонятно. Дизайнеры изгаляются кто во что гораст. Этот молл и в лучшие времена был не самым заполненным посетителями. Тем более в будний день, еще в такое время. Отличный выбор для прогулки. Воздух также здесь кондиционированный на все 100. Как в лесу. Действительно, изобилие как-то успокаивает. И это даже еще не бренды, а всего лишь Brands for Less. Может, мне какую-нибудь майку купить? Давай. А то все время сунешься, она то сохнет, то вообще непонятно где. Это правда О. 50 баксов. 50 баксов, слушай. Ну, Красиво, красиво. да. Тоже прикольно. Ага. Оригинально. А о, какая красивая. О, травяной уклон запрещен в России. Я так наговариваю какие-то мантры. Действительно, прилетишь туда, а что людям сказать непонятно. Ты какого цвета? Ой, да я не знаю, иногда в доме вот ходишь. Ну вот Карл Лагерфельд нормально. Ну, я думаю, что тоже 50 где-нибудь. Мы тут уже привыкли к хорошим 139. вещам. Да, полтинник почти, 40 баксов. Так что Лагерфельд. Не случайно. А вот и 25. А. Мухаммед Али. Ну что же, мы очень уважаем Мухаммеда Али. 89.
Кальвин Кляйна кругом. Да, вот 59 даже. А. Мне вот это вот не нравится. Ну да, это Ватрушка какая-то, да я вижу, это резина, какая-то резина. целлофан какой-то. Не пойдет. Дизель. С странным названием. О, слушайте, какие. Даже из маек они какие-то делают прямо произведения искусства. Ну вот я Паша такой. А, вот это красиво. На все есть какие-то дизайнеры. Вообще. Вроде T-shirt. Что из нее можно вытянуть? Кавалли. О. Это вещь. Да нет, 244 даже. О. Original Studio. Слушай, они все разные. Прямо до одной. А есть что-нибудь в пределах хотя бы $20? Ну, есть, конечно, Ага. я тебе показываю. Да-да-да. Вот это вот с брендами, наверное, дороже. Gold Label, ну понятно. Ну да. Ну, простая. Просто майка. Это пола. 99. Кстати, вот на мне сейчас майка, по-моему, мы здесь ее и брали, или нет? Наверное. Вот здесь Кельвин Кляйн. Кельвин Кляйн. Ну такая как бы и не скажешь. И не скажешь. Но зато будешь знать, что самое приятное. Карманы. Мне как-то больше светлые нравятся почему-то. Мы что-то такое где-то видели с рыбами. Здорово зашли. 2 остановки на метро всего ехать, смешно. Столько же времени, сколько на машине в Икею, который тоже, кстати, здесь. Да. А это майки с воротниками. Такие как-то не очень. Не понимаю, что с ними делать. У тебя есть цвета. Сейчас какой-нибудь, чтоб прям... Главное, материи все разные. Прям высокая мода. И этих стоек с майками здесь, вот мы посмотрели, по-моему, 2 что ли, а их штук 10. Это только майки одни. Как такое вообще может быть, непонятно. 30-ник. Да. Ну, хороших надолго хватает. У меня из Америки это Star Wars. Какого? С 12-го года, что ли? Она до сих пор как новая. А брали то ли в Macy's, то ли вообще в этом, в Walmart, который типа Brands for Less. Вот делали в свое время. Опять Мухаммед Али. Можно взять Мухаммеда Али. Все-таки у нас на даче осталась целая боксерская груша в подвале. Фотографии. Фотографии не очень, да. В общем, целая проблема выбора, как всегда. Но здесь зато проще с размером. Если она подходит, то это сразу видно. Даже по номеру можно определить. Неплохо. Какая тебе нравится? Да мне все нравятся. Тебе же носить. Я готов любую. Да они все красивые, что говорить. Фуфла не держат. Вот Томми. Хилфигер. Но это вообще Ну это как бы написано просто. написано. Да. Ламборджини, ну просто. Единственное, я заметил с этими гравированными надписями, в них спать неудобно. Иногда натыкаешься. Тебе на слоне, что ли? Ну, иногда бывает. Лагуна. Это почти такой же цвет, как у меня сейчас.
О, желтенькая, но это яд, яд. Сан-Тропе. Вечер в Сан-Тропе. Но мы почти в Сан-Тропе и есть. Только с таким уклоном сейчас интересным, заворотом событий. Как подумаешь, так вздрогнешь. Слушай, а у нее какая-то подкладка, что ли, даже некоторых, ничего себе. Нет, это не подкладка. А, это здесь. просто подшито. О. Тут можно дальше майкой не уйти, так как и рассматривать целый день. Лагерфельды. О. Как Дисней. маленький, как Кстати, маленький. оригинально. Мне такой Федотов дарил по работе, когда я его отвозил в аэропорт и пытался сбежать от полиции. Мы якобы куда-то спешили. Обошлось ему в $100. Лохматые 90-е. Вообще какие-то, слушай. Да. Немного глаза разбегаются. Что единственное разбегается? Брать нечего. Вот они тебя разбегают. Может быть. Все одно и то же. Но вот Лагерфельд опять. Они Одни и как-то те их... же, мы там уже А, это смотрели. просто разные, может, размеры? Разные размеры, разные Мгм. чуть-чуть цвета. То есть, Понятно. Китайская промышленность работает на всю катушку. рыба опять. Рыба опять эти, да. Все одно это мы видели. Мы на этих майках уже собаку съели. У меня этих маек где-то, наверное, штук 7. И 2 пары брюк. И теперь 2 пары кроссовок. Вот весь гардероб. Для Дубая более чем достаточно. О, красота. Но это, мне кажется, теплая какая-то. Ой. Слушай, уже в голову не помещается. Надо делать выбор. И идти уже в настоящие бренды, Всё. а не те, которые FLS. А вон они еще, эти майки, это что творится? Ну, лето, Это самый маленький- сезон. маленький Ладно. С самураем вообще $10. Стопроцентный коттон. А, коттон, то, что Индия. надо. Индия. Индийское, да? Ага, то есть даже не Китай. Да, и за такие деньги, да. Кстати говоря, да, здесь многие товары, вот у них Китай, конечно, есть, он представлен, эти онлайн-супермаркеты, все, которые доставляют из Китая. Но вот текстиль много действительно, много его делают и в Индии, и даже, может быть, в Пакистане. Особенно то, что мы брали в Аль-Барше. Там некоторые совсем такие явно были из дешевых с индийским уклоном. Ну что, будешь обе брать? Обе. Просто неохота 100 раз потом выбирать. Давай возьмем и закроем эту тему еще на несколько месяцев. Нет, я просто рассуждаю как. Вот сунешься иногда, маек нет. Они то ли не высохли, хотя это дело какого-то часа, но все равно под рукой не хватает. Нужно иметь запас. Тем более, раз уж все равно приехали в магазин. Вот что значит майка. Лучший продукт Дубая. Что здесь еще нужно? Вроде бы небольшой мол, и все равно мы что-то заплутали. Нам нужно к слону, а попали в египетский зал. Сходу не разберешься.
Наш любимый мол, наш любимый размер. Особенно то, что он с историческим уклоном. Приятно. Ты как бы наполовину в музее. Кажется, будто идешь по улице. Причем совершенно прохладно. Нет, там сплошные пирамиды. И выход, видишь, там где-то. Странная история. Подожди. Ну что, они туда? У нас ботинки были. Зеленые ботинки. Двойки. Такое. Ага. Все-таки редко мы здесь бываем. Вон астролябия. Почему мне оставляют? Но дальше что делать? Там уже Карифур. Там уже Карифур. Ну ладно, подышим хотя бы. На улице сейчас уже не особо подышишь. Народу много все равно. Хотя все должны были снова попрятаться. Но попрятались они в молле, похоже. Бренды также успокаивают. Нью-Йоркер, например. Нью-Йоркер это молодежный, дешевый. Ну да, да. Дешевая хрень. Дешевая хрень. О, слушай, туда какой-то. А вот выход, да, вот сюда. Андалузия. Андалузия. Тут прям узнаешь что-то о географии. Нет, тунисский порт. Ну нет, Не то. ну, Мол тунисский, продолжает разветвляться. Да, Карфур. Мне кажется, это все. Да. Ну что, назад. Вот, наконец, показался впереди индийский зал. Мы на верном пути. А что нам там надо? А, там Обувь как раз ставить. обувь. Ой-ой-ой. Что нам там надо? Полный цикл. На слона? Торг, признание, покупка и сдача обратно. Вот, наконец, слон. Слона-то мы и не приметили. Такие площадя, конечно, огромные. А нам надо всего лишь вот сюда. Вот он мне насвистел. Что ж такое? Не будет спикки, она вся та же. А? Она вся та же Все есть. еще есть. Сейчас будем выяснять. Лена, когда покупала, говорит, вы точно привезете на дом? Точно привезем. Точно ничего не пропадет? Точно не пропадет. Отдайте-ка ваш номер ID. Они даже оскорбились. Но мы взрослены советской культурой, где тебе точно ничего не привезут, а точнее вообще ничего не добьешься. На хромой козе не объедешь. Зато теперь жить легко, как по маслу. Да, тот small, а этот big. Это на тему английского. Тут особо не нужно изъясняться сложными оборотами, которых мы и не знаем. Все просто. Вот. Два слова всего. Small и big. В разных комбинациях. С разной интонацией надо говорить. Они все понимают. До последнего слова. Вот и чек у нас есть с собой. Теперь останется выяснить, а могут ли они нам что-то предложить взамен. Это вот good, да. Но это шлепки почти что. Их просто брали в придачу. Главная проблема в основных ботинках.
Тем не менее, диалог продолжается с использованием этих трех слов. Великий и могучий английский язык. Вот такие ботиночки, ничего себе. Блестят огнем. Вот с размером проблема всегда. Галерея Лафайет, кстати, у них тут представлены. Там интересные платья, конечно, судя по прошлым посещениям. Прямо такие, можно сказать, зашатаешься. И сам этот зал всегда впечатляет. Величие Востока. Так смело оставлен весь центр свободным. Ничего тут нет, ни кафе. Зато впечатляет масштаб. Колонны еще такие. И по углам бренды. Бренды такие, сякие. Удобно. Все-таки, что ни говори, жизнь здесь неплохо организована. Даже на общественном транспорте можно себя неплохо развлечь. Продолжаем непринужденный диалог. Что-то в этом есть. Я гораздо меньше хожу по магазинам и гораздо меньше общаюсь в результате. Все-таки работа за компьютером предполагает некое уединение. О, мужские тоже продаются, кстати. Скидки на все. 2 по 700 – это где-то по $100 за пару. Ну, да, такая фирма. Наверняка последний сезон. Совершенно нет желающих. Мы вообще тут одни. На весь салон. Красиво, конечно. Хотим еще сходить на премьеру второй серии «Дьявол носит Прада». Заодно посмотрели первую серию. Я лично не видел. Как раз на тему высокой моды. Выясняется, что все у них совсем не так просто, как можно подумать со стороны. Просто кипят страсти. Наверное, я бы так не смог покупать. Действительно нужна большая вовлеченность. Ну, заснимем весь процесс. О, кстати, какие оригинальные тапочки. С цветочным узором. Красиво делают, конечно. Вот, например, вообще с пальмами. Почти как здесь у нас на улице. А это тропические джунгли. Насколько я понимаю, вопрос в размере. Через 2 недели, говорит, будет как нормальная. Но, видимо, нужно привыкнуть. Они понимают в своем деле.
Слушайте, они прям действительно блестят, блестки в них. Класс. Я думаю, что он все-таки нас убедит. Приедем домой, как раз почитаем в телеграммах, куда прилетело, сколько сбили, какая номенклатура. Вот так и живем. Советует носочки еще, правильно. Можно отыграть носочками часть размера. Короче, заканчивай свою волынку. Волынку, да. О, покрути ножкой, как они блестят. О, шикарно. Короче, вся проблема была в носках, как ни странно. У нас дома носки чуть толще, и показалось, что ботинки от этого не налезают. А на самом деле это ровно те же ботинки, которые они нам вчера привезли. И вторые еще вот нам достались в рамках этой акции. Вот такие шлепанцы. Тоже очень элегантные, кстати. Но здесь с размером гораздо проще. У них заднего размера, считай, вообще нет, они заканчиваются. А передние просто ногу вдеваешь и все. Вот у них отдел шлепанец какой. Тоже есть что выбрать. We'll visit Moscow this summer with my husband. Все. Дело сделано. Везде столько нюансов. Все с кондачка не получается. И, конечно, персональное обслуживание, как они здесь любят. Действительно почувствуешь себя человеком. Think about another one. Главное, что все неспешно. Пришел, померил одно, померил другое. Принесли, вынесли, убрали. Это мы еще что-то меряем. Все красиво. Здорово. Как всегда, удачно зашли. Но попасть на такой дил довольно сложно. Обычно оно идет за нормальную цену, допустим, $200 пара. Нужно заезжать, смотреть. И раз в какой-то момент оказывается, что дают две. Турист может и не попасть на такую распродажу. В этом плане, конечно, удобно размещаться с проживанием. То, что было. We'll take back exactly what we brought in. So we would stay with the shoes we already selected. Thank you for cooperation. Thank you, sir. Thank you, sir. It was a great relief. Yeah. What about for these socks? Mom, you can buy the socks only. Socks. Ну что, осталось Socks. выбрать носки. Buy С чем пришли, с тем и ушли. Ну, не самый плохой вариант. Одной доставкой тут не отделаешься. Личное присутствие всегда лучше. buy the socks. В общем, удачно сходили, не потратив ни копейки. Зайдем еще в Лафайет. Парижская мода. Тоже, конечно, есть на что взглянуть. Эти Лафайеты по Парижу я припоминаю, но там они какие-то были круглые, а здесь просто обычный магазин. Да. Прям действительно какой-то бал у сатаны. Красота необычайная. Сплошной Булгаков. Бери, не хочу.
Вот, две пары, 300 дирхам. То есть это получается сколько? 80 долларов. По 40 долларов за пару, короче, они отдают. По 3000. Не знаю, какой сейчас курс. Чему он вообще соответствует на подпольном рынке. Это не важно. А вот даже 60%. Ничего себе. Интересно, это все китайское? Или тут непонятно? Хотя, в принципе, какая разница? Это же все под брендом Лафайета идет. Хотя нет, какую-то Черутти написано. Все не так плохо. Немножко рябит в глазах, но продолжим нашу экскурсию. Здесь уже такие более размашистые вещи. Не то, что Brands for Less. Перья какие-то даже я наблюдаю. И, кстати, названия какие-то, видимо, известные кому-то. Я в этом мало что понимаю. Но раз уж оказался, тоже не премину заснять. Миссони. О. Конечно, умеют делать. Фактура такая. Все подобрано. Нет, эти дизайнеры неспроста. Я помню, платья где-то тут были такие прямо. Закачаешься. По-моему, это вот здесь. Вот этот отдел. Да. Правда, красиво. Куда, конечно, такому пойти? В целом здесь народ довольно просто одевается. Экспаты вообще, ну, то есть, конечно, в оперу, да, понятно. На улице такого не увидишь. О, прям переливается. Фантастика, да. Прямо можно выходить на Венский бал. Такой Лафайет нынче. Ну, в мужской отдел не пойдем. Майки уже приобретены. Сегодня у нас день обуви. Как начали, так и будем продолжать. Все-таки Париж – столица моды. Неотъемлемые свойства. Глаза разбегаются, это точно. Главное, такие материалы, цвета такие просто необычайно. Ладно, посетили музей. Пойдем. Просветляет сознание, это точно. Даже не будучи любителем и ценителем. Аксессуары тоже в ассортименте. Мы тут смотрели по ютубу, как делают сумочки из кожи крокодила. Отполируем Пьер Карденом. Тоже, считай, Париж. Тоже распродажа. Ну, может быть, уже не будем прямо так брать, что там. Просто посмотрим. Пьер Карден, это известно. Это даже я слышал. Ярко все. Я думаю, если я из своей камеры еще приложу этот эффект в программе, то просто будет цвет вырви глаз.
Ну что делать? Лучше, чем в жизни. Вопрос еще в качественном составе. Нет, они у них нормальные качества. Я просто, если, например, в таких... Достаточно ли они мягкие? Нет, они очень мягкие. У них в Москве вот просто это на один раз. А, Вот мне не ну да, нравится да. никакая Такие, конечно, обувь, куда в мне них не пойдешь. нравится, что вот эти два цвета. А, лучше один. Даже черный, Очень тонкая работа. Ну, такой дизайн. Что делать? Оденешь, вот я знаю, что на мне Сколько? полторы. Сколько? Полторы. 500 баксов? 400. Нормально. Ну вот что значит бренд, но не FLS. Тут уж извините. Извольте раскошелиться. Вот именно. Вот именно что. Тут будем любоваться. Майки в стиле пожар в джунглях. Вот розовый. О, красота. Ну, это, конечно, не мой размер. И Ну, как образчик. Неплохо. шестой. Ну, зато фильм. Вообще. Давай. Себе. Так устроен человек. Ну, полиэстер, конечно. Вокруг рвутся снаряды, падают герани, а он продолжает выбирать себе белый верх, черный низ. Пьер Карден неизменно превосходен. Ладно, Карфур и домой. Батарейка садится, аккумулятор я поленился взять. Все, финита.